Всем привет! Не только дроноводам, но и любителям посмотреть хорошие видосы о дронах. Хорошему дрону нужен хороший пульт, согласитесь, правда? Есть у меня хороший дрон, Mavic 3 Combo покупал. Вот он. Практически еще новый. Второй сезон летаю. Ну и не так много летаю, в принципе. В комплекте с дроном Mavic 3 Combo идет вот такой пультик по умолчанию. Все мы его знаем. Работает при подключении телефона. Как он тут? Вот сюда вставляется телефон. Какой-нибудь там дисплеем к вам, и все, включаете, там кабелек еще внутри, и управляете дроном. Я, в принципе, им пользовался только один раз, и то потом, сейчас расскажу почему. Сразу же, в принципе, докупил другой пульт, ну, вместе уже с дроном покупал. Этот как бы по умолчанию шел N1 с Mavic 3 Combo. И сразу же заказывал вот такой DJI RC пультик. Он с дисплеем уже, телефон не надо вставлять. Очень хороший пультик, все присутствует. Дисплей, телефон не нужен, джойстики, кнопки управления камерой, видео и делать фотографии. Дополнительные кнопки, на которые можно прописать разные функции, колесики зума и наклоны камеры дрона и так далее. Но есть один минус. Я как компьютерщик привык обновляться. Ну, производители исправляют типа баги разные у программного обеспечения и так далее. Ну и на компьютере, соответственно, постоянно новые и новые версии чего-нибудь там ставлю. То есть, ну, с таким же подходом я относился и к пульту. То есть подключаю через ассистент пульт, и дрон также подключаю, обновляю прошивки. И получил виллы. В чем конкретно заключается? Я нахожусь в Европе. Европейские гребаные политики решили, что нужно немножко гаечки закрутить. То есть дрон должен летать на высоте 150 метров, не более, и в пределах прямой видимости. Над людьми летать запрещено, на общественных мероприятиях летать запрещено, упадет, мало ли, случится катастрофа и так далее. Ну, риск есть, да, конечно, да, в неумелых руках все это можно сделать, уронить на человека, там, сбить лопастями, порезать очень хорошо можно. Ночные полеты запрещены только в светлое время суток. Поэтому я дообновлялся. Но прошивка дрона еще куда ни шло, там сама и прошивка пульта, ну, в принципе, нормально, можно прошивать. Но в пульте есть две прошивки. Прошивка пульта и программное обеспечение DJI Fly, с помощью которого происходит управление дроном. Так вот, обновив DJI Fly на версию 1.7.9 уже, по-моему, оно выкинуло мне такую хрень. Раньше я мог летать и выключать бортовые огни. Бортовые огни на дроне, вот они, впереди горят зелененьким, с тыльной стороны красным. В принципе, удобная вещь, когда там в темное время суток, ну или не особо темное время суток, вы в пределах прямой видимости, когда у вас дрон, вы видите, как он летит. То есть передом к вам или задницей, как говорится, тылом.
И, соответственно, на пульте работаете джойстиками. Не обязательно смотреть на пульт и на иконку, чтобы определить стороны света и как дрон летит там, передом к вам или задницей. По огням можно сразу определить. Так вот, вот эти огоньки, в принципе, иногда мешают. То есть в темное время суток или ночью, когда вы снимаете, появляются блики на камере. Особенно если вы там подлетаете к какому-то объекту, там отражения идут. То есть вот на пульте была возможность эти фронтальные огни отключить. Их можно было включить, выключить, либо автоматически на автомат поставить. Автомат — это означало, что как только камера идет на запись, то есть включается камера, огоньки эти гаснут. Так вот, гребаные европейские правила это запретили. Полеты в темное время суток запрещены, соответственно, огоньки должны гореть все время. Они ни к чему. Ну и DJI выполнил рекомендации, даже, рекомендации, закон Евросоюза отключил эту функцию дисплея, отключил эту функцию у пульта. Ну и вот, DJI пошел на поводу европейских политиков и отключил эту функцию у пользователей Евросоюза. То есть, находясь в Европе, по локации пульт видит, что эта функция должна быть заблокирована, и ее, как правило, нету. Она, в принципе, есть, как только я включаю пульт, она есть, и как только пульт соединяется с дроном, эта функция пропадает. Это раз, первые виллы. Вторые виллы. На пульте есть кнопки управления сзади, на которые можно назначить различные функции. У меня на кнопке C была функция включить нижнюю подсветку. На Mavic 3 это вот тут вот эти огоньки. Довольно мощный свет, скажу я вам так, ночью очень хорошо светит. Для чего он нужен? Ну, чтобы осветить место посадки и так далее. Вторая функция вот этого дополнительного света. Можно использовать различные устройства, которые работают, используя фотодатчики, фотоэлементы. В частности, вот такое устройство вы видите сейчас на своих экранах. Это устройство сброса. Можно использовать для различных вещей, там принести цветы любимые, там бутылку пива соседу перенести, там на рыбалке использовать для подкормки рыбы, для сброса и так далее. Оно просто цепляется к низу вашего дрона, и как только вы нажимаете кнопочку на пульте, подсветку включаете нижнюю, срабатывает фотодатчик, срабатывает механизм расцепления, и груз пошел вниз. Так вот, в Евросоюзе это использовать невозможно, так как в темное время суток нижний свет загорается автоматически, и управлять им никак нельзя. Его просто нету в меню вашего пульта. Как только вы пульт включили, он определил локацию, что вы в Евросоюзе, эта функция сразу пропадает. Поэтому ничего сделать нельзя. Свет загорается автоматически, как только становится чуть темнее. Все. Управлять им нельзя. То есть устройство сброса не работает. Что я сделал? Я думал, все, короче, полные виллы. Откатить прошивку DJI Fly невозможно. Я связывался с поддержкой, они говорят, ничего не можем сделать, откат прошивок невозможен. Это правило Евросоюза, и все, и дела. Короче, нужен DJI Fly ниже, чем 1.7.9, 1.7.7 и так далее. Ну, что я сделал? Я взял телефон, Android свой, на Android телефон. Взял свой пульт, который шел в комплекте с Mavic 3. Поставил на телефон DJI Fly нижнюю версию, поставил 1.7.5. Подключил к пульту, запустил, все функции работают. Я могу управлять огнями курсовыми, я могу управлять нижней подсветкой.
Что же делать? Ну не летать же с телефоном. Неудобно. По крайней мере, мне неудобно. Меня, видимо, смотрят сейчас россияне и скажут, блин, все удобно, блин, мы пользуемся телефоном, и все заебись, как говорится. Ну, мне неудобно. Хоть телефон, в принципе, достаточно большой, дисплей большой, но не хочу, неудобно. Поэтому потратил деньги и купил еще один пульт LC Pro. Сейчас мы его вскроем и посмотрим. Я связывался с продавцом, попросил, чтобы мне выслали как бы старую, ну, товар из старой поставки. По штрих-коду можно определить, ну не по штрих-коду, а тут в принципе указано на рядом со штрих-кодом дата производства. Конкретно здесь у нас указано 12 месяц 22 года. То есть прошивки, возможно, там будут старые. А возможно и нет. Как бы, может быть, уже, да, уже, в принципе, 1.7.9, 1.8 DJI Fly вышла. Хотя могут сюда и зашить, не знаю, там тоже там 1.7.5, 1.7.4 и так далее. Хоть дата производства стоит декабрь 22 года. Но у этого пульта огромный плюс. Это Android. Здесь можно сносить прошивки и ставить другие. Вот поэтому даже здесь, если будет Fly 1.8, его можно снести и поставить там 1.7.9, 1.7.7 или 7.5 и так далее. Ну, 7.5 оригинальный можно поставить. Есть взломанный 1.7.5, у которой FCC открыт. Увеличивает мощность сигнала, 5.8 частота и так далее. Давайте вскрывать, а то много болтаю. Так, предыдущие пульты немножко в сторону. Ножик при мне. Вскрываем целлофанчик. Так, коробочка. Ну, все как обычно. Марка и QR-код. Упаковано качественно. Мешочек стандартный. Как он вскрывается. Или просто режется. Нет, на липучке. Довольно увесистый, скажу я вам, по сравнению вот с этим пультом. Обычный LC и прошка. Ну, скажем так, почти наполовину тяжелее. Дисплей закрыт какой-то бумажкой. Приятно. Липкая вещь. По размеру дисплея, в принципе, отличается. Вот вы видите. Прошка чуть-чуть шире. Так, как положить. Ну и повыше, соответственно, тоже. Размер больше. Что у нас в комплекте? Ну, стандартный проводочек, чтобы заряжаться. Новый тип C USB. Приятно. Ну и, по-моему, небольшая инструкция
Информация о продукте. На русском даже есть. Ну что, почитать вам немножко. Сейчас, наверное, найду русский. Он, в принципе, был в конце. Итак, ну, диапазон рабочих частот от 2,4 до 2,4,8 ГГц. Дальность сигнала 15 километров по FCC. Вот в чем и прикол, что сюда можно поставить, ну, в принципе, хакерскую прошивку, взломав пультик, и ваша дальность будет 15 километров. Либо по обычной стандартной схеме CE 8 километров. Но в этот пульт тоже можно вогнать, как бы, разблокировать FCC. Мощность передатчика 2,4 ГГц, 38 дБ по FCC, ну и менее 20 дБ по SE. Так, что тут такого? Встроенный 5,5 дюймовый экран высокой яркости, 1000 единиц на квадратный метр, может похвастаться разрешением Full HD 1920 на 1080 пикселей, в то время как пульт представляется широким спектром элементов управления дроном и стабилизатором, а также устанавливаемыми кнопками, и имеет максимальное время работы 3 часа. Неплохо. Ну, тут как бы сноска. Максимальное значение дальности передачи сигнала FCC пульта RC Pro можно получить при полете Mavic 3 в открытом пространстве без электромагнитных помех на высоте около 120 метров. Что тут еще есть? Объем памяти встроенный 32 гигабайта. Карту памяти я заберу с предыдущего своего пульта. Там у меня стоит 256 гигабайт. Ну, в принципе, как бы все. Разъем HDMI есть. Давайте смотреть поближе. Ну что, давайте пробежимся по пульту. Ну, начнем, наверное, снизу. Здесь я вижу два отверстия, видимо, крепления на штатив. И еще вот тут тоже отверстие одно, второе тоже, видимо, на штатив. То есть можно прикрепить и так, и так. Так, разъем для SD-карты. Карточку возьму со старого пульта. USB-C, зарядка передачи данных. Ну и HDMI, тоже передача видеоизображения. Антенны. Так, в эту сторону, да. И так можно откинуть. Понятно. Ну, джойстики надо будет прикрутить. Они вот здесь, как обычно на всех пультах, зафиксированы. Кнопка включения, кнопка посадки, возврата домой, пауза, переключение режимов Cinema, нормал и спорт режим, многофункциональная кнопка, кнопка назад, кнопка подтверждения. Ну, две большие кнопочки управления камерой фотографии, видеозапись, колесико, я думаю, управление камерой вверх-вниз. Но это тоже многофункциональное колесико, ну, зум и так далее. Что у нас тут? Для вентилятора довольно мощная хрень.
пульт. Я думаю, так же как компьютер греется, поэтому производитель решил, что будет вентилироваться это дело. Написано антенны, что здесь блок антенн расположен. Две кнопки C1, C2, многофункциональные, я так понимаю, тоже. Ну и решеточка, под ней дисплей. Что еще? Ну что, прикрутим джойстики для начала. Кстати, в предыдущем пульте просто в RCI 4 джойстика. 2 как бы вот на пульте были, и 2 были в комплекте в мешочке. Почему в прошке такого нету? Ну, в принципе, терять-то нечего. Джойстики, я скажу, отличаются пружинные. У прошки, у обычного RCI такого нету. Так, ну что, надо включить, попробовать. В принципе, должен быть заряжен слегка. Нажимаем кнопочку один раз и потом держим. Я думаю, так же, как и в обычной прошке. Не в прошке, а в RCI. Нет, ничего не произошло. Видимо, разряжены. Ну, придется подзарядить. Ну и продолжим потом видео. Да. Пойду я заряжать. Ну что, теперь я подготовился. Взял зарядку от Mavic 3. Воткнул буквально там пару минут, и вроде стал включаться. Так, нажимаем кнопочку. Загораются светодиоды. И держим. Все, пропищал, пошел включаться. Ну и что предлагает нам выбрать язычок? Английский я, конечно, знаю, но приятнее, когда на родном языке. Русский. Нажимаем кнопочку «Далее». Согласиться с лицензионным соглашением. Да. Страна, регион. Ну, я выберу свою страну. Нажимаем кнопочку «Далее». Wi-Fi включен. Вы видите мой телефон. OnePlus 10 Pro 5G. Надо подключиться к нему. Далее. Невозможно выполнить активацию. Нет подключения к сети. Ну, видимо, мой телефон вышел из сети. Сейчас я исправлю это дело. Так, телефон я включил. Нажимаю OnePlus. Ну, требует пароль, само собой. Пароль я вам не скажу. Так, пароль я ввел. Галочку ставим. Окей. Подключение к Wi-Fi. Все, есть. Видно, да? Нажимаем «Далее». Так, предлагает выбрать часовой пояс. Сейчас у нас GMT плюс 0,8. Поставим другое. Так, вниз. Вниз, вниз, вниз. Выберем Москву. Хотя мне ближе.
Выберем Хельсинки, потому что я в Европе. Окей. Есть. Кнопочка «Далее» опять. Убедитесь, что время установлено верно. Хельсинки, 23 год, 27 июля, 14:48. Так, на своих часах я провел. Да, все правильно. Подтвердить. Ну, а теперь нужно в учетную свою самую запись войти в аккаунт. Сейчас я войду и продолжим. Ну вот, как бы я включил. Гайд помогает нам настроить. Ну, пробежимся немножко по меню, может кто не знает. Вот эта кнопочка. Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите дважды, чтобы вернуться вообще к домашнему экрану. Кнопка подтверждения выбора какого-нибудь действия. Следующий полезный совет. Кнопка записи. Вот она. С красным кругляшочком. И кнопка фотоаппарата. Вот она. Нажмите наполовину, чтобы использовать автофокус. Нажмите полностью, чтобы сделать снимок. Левое колесико и правое колесики. Вот левое и правое. Левое наклон стабилизатора, правое зум камеры. Следующий совет. Возврат домой. Кнопочка. Нажмите и удержите, чтобы активировать. Кнопка тормоз. Само собой, пауза, две палочки. Нажмите, чтобы приостановить полет и зависнуть. Ну, бывают ситуации, когда неординарное что-то случается, не знаете, как действовать, смело жмете эту кнопочку, дрон останавливается, в течение пары секунд вы думаете, что нужно предпринять, и, соответственно, действуете потом. Удобная вещь. Переключиться в различные режимы. Среднее положение вот этой кнопочки, левое положение кинорежим, среднее нормальный режим и правый спорт режим. Кнопки C1, C2 многофункциональные, вот они, раз, два. На них можно много чего тоже повесить. Кнопка 5D, вот она, многофункциональная. Кнопка возврата. Нажмите кнопку возврата и необходимую кнопку для быстрого доступа к различным операциям. То есть можно, используя кнопку возврата, плюс еще какие-то кнопки, добиться каких-нибудь функций. То есть нажимаем кнопку возврата и нажимаем кнопку и крутим колесико левое. Это будет яркость. Если крутим правое колесико, то это будет громкость. Скриншот кнопкой фотоаппарата, запись экрана кнопкой записи. Ну и главное, это вот эта кнопка 5D. Следующий. Ну и по светодиодам управление вот по этим. Мигает синим сопряжение с дроном. Мигает желтым низкий уровень заряда аккумулятора. Мигает голубым джойстики не оцентрированы. Мигает красным температура пульта слишком высокая, либо низкий уровень заряда дрона. Горит красным, дрон не подключен. Горит зеленым, дрон подключен. Горит желтым, ошибка обновления программного обеспечения. В данном случае у меня сейчас горит красным, дрон не подключен. Вот она, видите, да, красным горит. Ну и два зеленых — это зарядка батареи у пульта. Регулярно настраивайте положение антенн при управлении дроном, чтобы он всегда был в оптимальном положении. Так, перейти к DJI Fly. DJI Fly.
вставочка. Тут ползунки можно включить, выключить. Информация от GPS мобильного устройства, информация от GPS устройства DJI, информация об аппаратном обеспечении устройства DJI, примерно местоположение. То есть можно вырубить GPS и так далее, чтобы вас не определили. Ладно, пусть пока будет включено, потом можно, в принципе, это, я думаю, отключать. Далее. Ну, он сразу полез в интернет. Давай, Можно выбрать обновить, либо не сейчас. Сейчас я посмотрю, что это за функции тут. Доступна новая версия. Compatible. Так, значит, давайте не будем обновляться, потому что я уже, виллы получил. Сначала посмотрим версии прошивок. Не сейчас. Ну, тут опять подсказка. Нажимаем далее. Подключить дрон. Нет, окей, нажимаем. Все. Так. Зайдем-ка в настройки и посмотрим версии прошивок. Мне очень интересно. Где это ковыряется. Это вот опускаем просто вниз палец. Получаем вот такую вещь. Нажимаем вот эту шестереночку. Получаем такую менюшку. Так. Батарея, экран, звук, хранилище, конфиденциальность, местоположение, безопасность, аккаунты, компас, система, устройство. Что у нас тут в устройстве? Название устройства, модель оборудования, версия Android 10, IP-адрес, MAC-адрес. Ничего интересного. Владелец я. Так, а где же это самое-то? Приложение уведомления, наверное. DJI Fly. Дополнительно. Что у нас тут дополнительно? Ничего нету. Автостарт. Не хочу пока показать все приложения. Ну, полноценный Android, тут много чего можно напихать. Меня интересует версия прошивок. Где это посмотреть? Ой, как запрячут, фиг найдешь. Система. Нет. Тут я уже был. Аккаунт. Синхронизация аккаунта. Нет, удалять не будем ничего пока. Только подключился. Видимо, здесь нету. Ладно, уходим оттуда. Так, а в профиле что у нас? А, ну вот. По-моему, здесь. Настройки. Проверить наличие обновления. Проверить наличие обновления DJI Fly. Доступна новая версия. Нет, не хочу. Я хочу версии посмотреть. Ну, в общем, чтобы посмотреть версии прошивок, надо, подключить все-таки дрон. Сейчас будем подключаться. Включаю дрон. Пропикал. Нажимаем подключить дрон. Mavic 3. Идет поиск дрона.
Все. Все подключилось. Home point has been updated. Please check it on the map. Да-да. Так, троеточие вверху, как все мы знаем. И меня интересует информация. Прошивка пульта 600-я. Прошивка дрона, вы видите, 900-я. Был бы 600-й, блин, можно было тоже отрубить эту самую айдишку. Так, что это? Ну, на пульте тоже можно вырубить GPS, и вы становитесь невидимками. Так, прошивка приложения 1.5.10. Блин, классно, меня устраивает. Если бы было 1.7.9, была бы вешалка. Проверим на всякий случай. Безопасность. Меня интересует светодиоды на передних лучах. О, все работает. Вкл ауто. На обычном пульте на RC у меня эта функция пропала, потому что Fly обновил. Так, оставим на ауто. То есть при включении камеры светодиоды будут гаснуть. Так, теперь меня интересует управление. И здесь кнопка C меня интересует. О, тоже все работает. На кнопке C2 дополнительная подсветка. Можно, конечно, ее поменять. На другую кнопку вывести и так далее. У меня эта функция также пропала. То есть я не могу работать устройствами сброса. А мне это, в принципе, надо для рыбалки. Скажем так. Но на войне, на Украине это устройство используют для сброса, сами понимаете, чего, взрывчатых веществ, разных гранат и так далее. Так что повезло. Не зря я купил этот пульт. Дороговато, правда, но что делать? Так, выходим отсюда. Можно кнопку использовать. Удобная вещь. Все. Ну и поехали, и будем взлетать. Сегодня взлетать не будем. На этом видео будем заканчивать, закругляться. В общем, сорян, что все это длинно было так. Извините, я как бы этот пульт держу первый раз в руках. И диванные эксперты скажут, блин, много болтовни, как всегда. Диванные эксперты могут пойти взять бутылочку холодненького из холодоса, если у них, конечно, есть у экспертов этих, и успокоить свои нервишки. Ну так вот, видео было долгим, но думаю, новички какие-то там могут подчеркнуть все-таки информацию от этого видео. Буду рад, если вы поставите на видео палец вверх. Ну, если вниз поставите, ничего страшного, не обижусь. Ну и подписка на мой канал, желательно, конечно, и нажать колокольчик. Будет еще видео о дронах, ну и о многом другом. А также о путешествиях с дронами, различные красивые места. Все, всем пока, удачи!